День 1613. Алекс на связи. Я использую очень много разных беспроводных выключателей, беспроводных пультов для управления умным домом. И не так давно я приобрел интересный пульт от Aqara, называется Aqara Opal. И в нем, конечно, очень много дополнительных фишек и очень полезных функций, которые, конечно, его выводят, наверное, в лидеры вообще по всем пультам. Ну, во-первых, он, конечно, там, моя версия, это 6, она как бы трехкнопочная, но фактически каждая кнопка из себя представляет две разные кнопки. И можно итого, получается, сделать 6 разных вариантов нажатия, 6 клавиш. И плюсом каждая клавиша также еще может нажиматься по несколько раз. Можно нажать 2 раза, можно нажать 3 даже раза. Также есть функция удержания, и тогда это еще будет одно действие. И есть еще и функция отпускания, которая тоже срабатывает. И, во-первых, можно понять, сколько времени было удержание, и, в принципе, это тоже обрабатывать. Итого получается очень много разных вариантов нажатий, то есть если просто учитывать одинарное, двойное, тройное удержание, то это получается 4 разных действия на каждую кнопку, итого 24 действия можно повешать на этот выключатель. Ну, на этот фактически он пульт дистанционного управления. Ну, еще есть у него интересная особенность, что этот пульт он магнитный, то есть у него есть внешнее крепление, которое можно куда-то зафиксировать. Ну и сам пульт легко снимается, и его можно взять с собой, положить поближе, что тоже очень удобно. Ну и поскольку магнит встроен в сам переносной модуль, то вообще можно просто взять его, прилепить на любую поверхность, которая магнитится, там железная, например, холодильник или какая-нибудь другая. Это тоже может пригодиться, если хочется быстренько его куда-нибудь переместить, но постоянное место для этого делать вроде как не хотелось бы. Режим отпускания кнопки происходит в момент отпускания, но и также он и срабатывает через некоторое время, когда кнопка удерживается. То есть примерно это получается 5 секунд. И когда я начал обрабатывать этот параметр, то, конечно, иногда получается так, что вроде кнопку держишь, думаешь, что там, например, система все еще думает, что отпускание не произошло, но уже сигнал был подан, и там, допустим, обработка уже прекратилась. Я использую этот выключатель, причем это один выключатель, я его использую абсолютно для управления разными устройствами. То есть на нем у меня есть управление просто включением-выключением света в комнате. То есть 3 кнопки я задействовал на 3 разных устройства. Это бра и люстра. Еще 3 кнопки у меня задействованы для того, чтобы управлять включением-выключением плеера. На двойные нажатия у меня настроены для плеера. Это переключение разных каналов. А на других кнопках двойные нажатия, они сделаны для управления другими светильниками локальными. То есть каждая кнопка включает при двойном нажатии соответствующий светильник. На стороне плеера у меня есть еще возможность управлять громкостью. То есть если я сделал так, что если я одну кнопку удерживаю, то громкость добавляется. Если я другую кнопку удерживаю, то громкость уменьшается. И в принципе это тоже постоянно использую. И еще есть возможность просто нормализовать громкость, то есть вернуть ее к начальному значению при тройном нажатии там, на одну кнопку. И некоторые функции еще задействованы там для вообще отдельных сценариев, но я их практически не использую. И также сделал еще на других кнопках, связанных с управлением светильниками, управление диммированием этих светильников.
Но там использовал хитрый алгоритм, то есть я сделал так, что для того, чтобы деммировать, у меня деммируется только вниз. Это я нажимаю кнопку, при удержании идет уменьшение яркости, и когда яркость доходит до 0, при отпускании, то есть когда срабатывает релиз, то немножко возвращается яркость, и по сути светильник остается на минимальной яркости работать. Но если я хочу сделать максимальную яркость обратно, то я сделал так: тройное нажатие, и яркость максимально восстанавливается. Можно было, конечно, сделать вариант, что где-то запоминать в каком-то параметре направление деммирования, и таким образом при нажатии кнопки у меня бы деммирование шло в одну сторону, если при повторном удержании шло бы в другую сторону. Это тоже интересно, но это требует дополнительного параметра, и этот параметр нужно тоже считывать, и при обработке возникает некоторая задержка, и получается, что, во-первых, и деммирование идет уже немножко с другой скоростью, и, в общем, сам алгоритм обработки, он не такой прозрачный, то есть не всегда сразу видно, что деммирование идет в нужную сторону, и придется все равно как бы поэкспериментировать, посмотреть, что делается, а потом уже принять решение, там еще раз нажать и удерживать, или все-таки продолжать держать. Деммирование я делаю светодиодными лентами, и там возникает такая история, что когда яркость доходит до 0, он выключается автоматически. Это вот не очень удобно, и поэтому либо можно было сделать так, чтобы яркость ниже 0 не падала, и в обработчике это предусмотреть. Но я на самом деле решил так не делать, а вот просто, как уже сказал, собственно, я все равно довожу до 0, а потом просто фактически обратно включаю. Другие беспроводные выключатели, которые тоже использовал, у них, конечно, нет такого количества функций. Например, у меня есть кнопка от Xiaomi, которая имеет очень много нажатий, но это всего лишь одна кнопка, и там можно до 6 нажатий делать подряд, и можно также удерживать и отпускать. Есть беспроводные выключатели, у которых получается только 3 значения можно обрабатывать, то есть это одиночное нажатие, двойное и тройное. Есть выключатели, которые работают на радиочастоте 433 МГц. У них вообще только одно нажатие поддерживает. И это, конечно, не всегда достаточно, и особенно для таких универсальных пультов, которые находятся рядом. И хотелось бы с них уметь запускать сразу большое количество сценариев или управлять большим количеством устройств. Мне даже приходилось делать так, чтобы одной кнопкой какой-то специальной, допустим, переключать режимы. Например, я мог нажать на кнопку, допустим, одиночное нажать, у меня режим переключался на один светильник, и тогда я уже мог управлять именно этим светильником. А при двойном нажатии на другой светильник, да, с этого пульта я уже мог управлять другим светильником. Это, конечно, очень сложно и с точки зрения алгоритма, и с точки зрения контроля, что происходит. И, конечно, в данном случае этот беспроводной пульт, он намного удобнее, и 24 разных функции – это просто отличная тема и очень удобно. Но на самом деле я себе еще один заказал такой. И, конечно, планирую очень много таких использовать выключателей, потому что они очень удобны. Ну и у этого выключателя есть еще вообще супер отличная функция. Это то, что нажатие этих кнопок можно выполнять одновременно. И даже не тех, которые на разных клавишах находятся, а даже на одной клавише, потому что фактически сама клавиша никак не связана. И, например, я могу на одной кнопке нажимать двойное нажатие делать, на другой кнопке тройное нажатие делать, и еще даже какую-нибудь кнопку удерживать, и это все будет обрабатываться одновременно, и это очень удобно, потому что многие выключатели, и проводные, и беспроводные, они, скорее всего, прямо на программном уровне просто так не могут, и приходится нажимать все кнопки по одной,
что, например, когда хочется включить много сразу разных устройств, то, конечно, приходится нажать одну, подождать, потом нажать вторую, подождать. И, в общем, это, конечно, долго получается. Но вообще можно сделать просто сценарий, конечно, универсальный, который будет сразу, но придумать все комбинации, когда бы мне хотелось включать или выключать, или что конкретно, это немножко сложнее, это менее гибко. А так нажимаешь просто сразу там 3 кнопки определенной комбинации, и все происходит сразу, одновременно. И это просто вообще отличное приобретение для умного дома.